Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и планах иллюминатов в новом клипе Тейлор Свифт и Ice Spice «Karma». 27 мая 2023 года состоялась премьера совместного клипа американской певицы Тейлор Свифт и популярной молодой рэперши, выступающей под псевдонимом Ice Spice, на песню «Karma». За 11 дней ролик набрал почти 16 миллионов просмотров, попав в список лучших клипов мира. Новое творение Тейлор Свифт содержит в себе практически всю известную символику. В видео присутствуют образы преисподней, отсылки к программе контроля сознания МК Ультра и идеи о нереальности нашего мира. Кроме того, через клип исполнительниц представители мировых элит могут информировать человечество о своих ближайших планах. На первых секундах клипа мы видим пластинку с надписью «Midnights». Это название 10-го студийного альбома Тейлор Свифт, вышедшего в октябре 2022 года. Именно в него входит оригинальная версия песни «Karma». В процессе вращения пластинки вверх поднимается спираль, из которой вылетают бабочки. Бабочка является символом человеческой души и способности к превращениям. Именно они и происходят с Тейлор на протяжении всего клипа. Сначала певица предстает в виде античной статуи с весами в руках. Ее образ дает отсылку к египетской богине Маат, которая являлась госпожой зала загробного суда. На суде Осириса, в зале двух истин, Маат опускала на одну из чаш весов свое перо истины. На другую чашу помещалось сердце покойного. Маат являлась богиней истины, справедливости, закона и миропорядка. Считалось, что в момент создания мира она сотворила порядок из хаоса. Для мировой гармонии их силы должны быть уравновешены, а сами они не могут существовать независимо друг от друга. В данном же случае мы видим, что одна чаша явно перевешивает другую. О том, в какую сторону идет перевес, можно судить по следующим кадрам. На них Тейлор Свифт оказывается посреди преисподней. Окружают ее одетые во все черное парни и девушки с красными масками на лице. Певица, судя по всему, изображает самого дьявола. Над головой ее мелькают вспышки молнии, являющиеся одним из символов Люцифера. В 10 главе, 18 стихе Евангелия от Луки говорится: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Спустя несколько секунд Свифт снимает свою маску и машет зрителям рукой. После этого кадр сменяется. На этот раз артистка предстает в образе Дороти из психоделической сказки «Волшебник страны Оз». Это произведение является одним из самых символичных творений в мировой литературе. Оно дает прямую отсылку к технологиям контроля сознания и управления людьми. По дороге из желтых кирпичей главная героиня сказки уходит в мир иллюзий, из которого практически невозможно найти выход. Далее в клипе Тейлор Свифт поворачивает голову налево и видит 3 фигуры в красных балахонах. Их образ дает прямые отсылки к мрачному жнецу. Это олицетворение смерти, широко популяризированное во времена черной чумы. Смерть сильно тяготила умы европейцев, понесших за это время неисчислимые потери. Собирая души мертвых своей косой, мрачный жнец был существом, которое вселяло страх в сердца граждан, пытающихся выжить среди массового мора. В свою очередь, присутствие подобных персонажей в клипе может быть намеком на планы иллюминатов устроить новую масштабную эпидемию. Камера отдаляется, и мы видим, что Тейлор Свифт и фигуры смерти стоят на разных страницах одной книги. Певица весело машет существам и посылает им воздушный поцелуй. Все это может быть одним из способов продемонстрировать теорию устройства нашего мира, согласно которой добро и зло имеют один первоисточник. На следующих секундах клипа Свифт перемещается внутрь песочных часов. Тот факт, что копии певицы находятся как в верхней, так и в нижней части часов, говорит о том, что времени не существует. Его восприятие человеком является лишь эффектом глобальных изменений окружающего мира. Далее в клипе часы переворачиваются, превращаясь в очки на глазах у Тейлор Свифт. Это является еще одним подтверждением субъективности понятия времени. Когда камера отдаляется, певица показывается лежащей на огромном пушистом коте. Данный кадр может давать отсылку к еще одной символичной сказке «Алиса в стране чудес». Она в завуалированной форме преподносит масонскую идеологию и тайны мировых элит. На следующих кадрах клипа впервые появляется Ice Spice, настоящее имя которой Айсис Гастон. Девушка сидит внутри ракушки, являющейся символом смерти и возрождения, то есть цикличности жизни. В руках она держит шар.
Точно такие же шары летают вокруг нее. Шар может символизировать одну из реальностей среди огромного пространства вариантов. Тот факт, что Айсис держит в руках лишь один шар, говорит о том, что сознанию обычного человека доступна только одна реальность. Во время исполнения песни рэперша прищуривает один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Спустя некоторое время Гастон отпускает свой шар, после чего она перемещается в другую локацию. Теперь среди облаков мы видим пирамиду со ступенями, по которым поднимаются обе певицы. Пирамида является одним из главных символов иллюминатов, отражающих принцип устройства нашего общества. Лестница, в свою очередь, олицетворяет ступени масонства. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы получить возможность взойти по ступеням масонства к вершине пирамиды, человек должен отказаться от привязки к своей реальности и отпустить ее. Вот только весь этот путь приводит в рабство дьявола. Далее в клипе, забравшиеся на вершину пирамиды, Тейлор и Айсис достают веревки. Каждая из девушек закидывает их вверх и притягивает к себе небесные тела. Среди них оказываются Луна и Сатурн. Оба этих небесных тела являются символами культа дьяволопоклонников, управляющих человечеством. На следующих секундах клипа Свифт оказывается внутри лампочки. Когда камера отдаляется, внутри них можно увидеть несколько копий певицы. Данные кадры напоминают образы из фильма «Матрица», а именно капсулы, в которых находились люди, будучи подключенными к иллюзорной реальности. Кроме того, сама лампочка, как источник искусственного света, дает отсылку к Люциферу. Вскоре лампочки разрываются на части вместе с находящимися внутри копиями певицы. Это может символично показывать разрушение иллюзии, в которую погрузили человечество. Следом Тейлор Свифт предстает в образе оживших гор. Айси же олицетворяет собой небесную стихию. Подобные картины могут символично отражать теорию о том, что наша планета является единым живым организмом, а формирует его сознание всех живых существ. Далее в клипе локация снова меняется. Теперь певицы плывут в лодке по розовой воде. Данные образы напоминают кадры из клипа Doja Cat на песню Kiss Me More, главная суть которого состояла в том, что человек является лишь игрушкой в руках незримых кукловодов. На финальных кадрах ролика камера отдаляется, а весь мир остается на дне чашки с кофе. Отдельного внимания заслуживает узор на поверхности кофе в виде циферблата. На заключительном кадре клипа стрелки сдвигаются, показывая ровно 12 часов. Его также можно интерпретировать как 0 часов 0 минут. Это, в свою очередь, указывает на так называемое обнуление мира или перезагрузку матрицы, которую намереваются осуществить иллюминаты. Таким образом, новый клип Тейлор Свифт и Айсис Гастон собрал в себе практически всю символику иллюминатов. Сюжет же его дает отсылку к теории о нереальности нашего мира. Певицы перемещаются из одной локации в другую, словно путешествуя по глубинам своего подсознания. Финальные же кадры намекают на планы элит по обнулению нашего мира. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.